Хорошо настроение, что ли? Да. Тогда можно покупаться вместе, потому что скоро летом будет. Но если что, я тебе разрешаю. Только, я не знаю, ты тяжелый, я могу и нет. А ты знаешь, когда ты пила кофе и такая одежда одеваешь, ты знаешь, что я думал? Что? Ты знаешь, у вас в России есть... сейчас, возможно, нету, да, по-моему, из-за войны, либо ситуация. Starbucks. Нет, нету. Starbucks, ты знаешь, что Я это? знаю, да. Они одеваются, как ты вообще. Да? Да. Точно. Поэтому, когда ты сегодня ко мне приехал, и ты пили свой кофе, Я я подумал, что ты, который актер, делал Starbucks. Нет? Нет, это просто зеленая зебра. Точно. Если черный, белый, так зебра. Ага. У меня бывшая тоже есть такая одежда, но они белые и черные, поэтому я и знаю, что она зебра. Тут зеленая зебра. У тебя нет чувства, что выйдет такая много тонкие вещи, либо которые длинные, как называются, они мозги очень плохо чувствуют, нету? Хорошая одежда. Возможно, для тебя это одежда, но для нашим, я чувствую как кровь, знаешь, там на тело. Поэтому мне мозги такая вун-вун-вун, которая. Нет? Все хорошо. Hello， 大家好，我是流浪在俄罗斯。上期视频呢，给大家说了关于俄罗斯彩礼的事情，结果呢，很多人给我发私信说我太不靠谱，光是给他们说了好处，但没有说出坏处。其实视频的最后我也讲了，就是说吧，这个没有彩礼是一件好事，但是呢，离婚率也实在是很高。还有些老伙计呢对我发火，说你真的是身在福中不知福，还不赶紧把他给娶了。我当时还在想，如果真的要那么快的话，那我俩分手是不是也很快？毕竟已经有经验了，搞得我这个人呢就比较害怕。另外他还是一个医生，所以说我俩见面的时间是越来越少，这就感觉自从深入交流以后呢，我俩的感情反而没有什么进展。咱也不知道这外国小姑娘脑袋里是怎么想的，可能是过了热恋期以后呢，所以说就对我的态度没有之前那么好。这还真的不是我矫情，就是我俩在聊天的过程中已经明显感觉出来了，所以说不知道该怎么办，希望大家能够帮我出出主意，因为实在不行的话，我就只能走一步看一步了。更有时候呢，我还觉得他有时候是在刻意回避我，比如说我找他出来散步的话，真的很难，但毕竟不是对象，所以说没有理由去要求别人干什么，所以只能看看未来会发生什么。Ты знаешь, последнее видео мы когда были вместе, и люди спросили, как называется? Про выкуп? Да, и вот, они не знают настоящего России, вообще нет такая культура, что-то вот жизненно, даже СССР было, тоже нету такая культура, что надо заплатить деньги. Ну, есть, конечно, но сейчас не всем нужен выкуп. Я знаю, индусам много девушек нужно заплатить денег и замуж мужчина. А ты не его жизненно, нету друзья, либо семью, которые заплатят денег и что-то жениться с девушками? Нет, в моей семье такое не принято. Главное, чтобы я полюбила человека, а человек меня любил. Даже если люди бедные? Даже если и бедный. Это бывает настоящее, я знаю, но один место не подходит. Это в Москве. Знаешь, Москва вообще... Там, да. Да. Потому что Москва, они обычно только хотят жениться именно место. У вас что-то, я не понятно, почему так, ты не знаешь? Культура, да, по-моему? Да, у нас все просто. 所以说在俄罗斯结婚是不需要彩礼，但是呢，如果你的对象是莫斯科的话，那基本上他们只想和本地人结婚，因为这个事情呢，我是深有体会。这并不决定你来自哪个国家，而且呢，莫斯科我觉得作为一个大城市，反而包容度没有小城市好一些。这就是为什么很多朋友给我发私信，问为什么俄罗斯小姑娘对他们爱答不理的。结果呢，一问大多数都来自莫斯科，我并不是一概而论，只是相对于小城市来说，他们更淳朴一些，也就是相比于大城市来说，他们对于物质还有精神生活没有那么高，但是毕竟莫斯科作为俄罗斯的首都，所以说他们对于物质还有其他的要求高点也是正常的，像我们的一线大城市也是一个样。不过呢，和那边的人相处起来，说句实话，我还真的不太习惯，毕竟呢，我也在莫斯科工作过，还有逗留过一段时间，就感觉真的特别的累，和朋友见个面呢都需要坐1个多小时的车，不像这个小城市走路呢就能相遇，这也是为什么我那么喜欢小地方。大城市代表了更多的机会，但是金子在任何地方都发光，你们说是不是？所以说呢，我反而比较喜欢宁静没有喧闹的生活，也不知道大家是不是这样想的。Ты знаешь, почему я это узнаю? Потому что у меня была именно девушка из Москвы, бывшая. И я не знаю почему. Обычно в России нету как расиста, как китайца, это правильно. Но его родителям я них очень не понравился, потому что на первый я другой человек.
Хотя у нас странно показывает, чем Москва сколько раз. Но я не скажу. Да. Второе, что я вот это плохо город. Но на самом деле я приехал сюда просто тут дешево, и мне нравится маленький город, что-то людям удобно жить. У тебя знаешь, почему там Москва человек только хочет жениться либо замуж в Москве человек? Нет? Нет. Это очень странно, потому что почему много китайцев мне сказали что-то, почему русские девушки не хотят с них общаться. Я спросил них, они откуда, они сказали, Москва. Пойдет, потому что постоянно. Ну, там другой уровень жизни, наверное, из-за этого. В Москве человек не думает, что они что-то из России, да? Я думал, что все друзья мне сказали, они думают, что себе как один страна. Самое главное, да? Да, как одна страна. А Питер не такая. Да нет. Питер вообще люди добрые, а Москва вообще люди... Я не скажу, что это плохо, просто, как могу сказать, строго, ты понимаешь? Да. И много людей не любят Москва, да, которые именно человек там. На самом деле я бы не переехала в Москву. А, не был там, да? Я один раз там была, но я бы туда жить не переехала. Не хочешь? Нет. Люди грубые, да? И грубые, там, знаешь, всегда такая суматоха. Здесь-то все на расслабоне, все... Да, вот мы можем хорошо. сидеть на парке, просто общаться в жизни。这很多俄罗斯人呢，真的不太喜欢他们的首都，感觉到没有一点包容性，不像咱们国内一样。其实作为俄罗斯本地人，在那个地方呢，也是特别容易受到歧视的。我这还真的没有开玩笑，如果大家了解的话，就应该明白这个事情。但是呢，作为首都的本地人，我觉得那边的包容性还是很强的。但是呢，最不好的就是那些外来人，当他们变成首都的一份子以后，反而他们看不起来自同一个城市的人。这好像全世界都是一个样，这也是为什么他不想在那边生活的原因。还有我的朋友也不想在那边生活。人生呢，就一定要找到自己喜欢的地方，哪怕是一个小城市，和自己相爱的人过得开心还有舒服才是最重要的，而不是把自己的所有的人生还有时间都浪费在工作上，你们说是不是？这期视频呢就到这儿了，非常感谢大家的点赞还有关注。我和他的关系呢，说句实话，真的有点不清不楚了，也不知道该怎么办，怎么做才是对的。希望呢大家帮我出出主意，看看还要不要接着继续。非常感谢大家的支持，那我们就下期视频不见不散了，谢谢大家。正好呢，趁这个视频给大家说一件事情，就是你们也知道我是没有接过任何广告的，而且呢，很多朋友是想了解一下俄罗斯的真实生活，还有关于异国恋的事情。可惜呢，在 YouTube 平台上面却无法联系到我。现在呢，我开通我的 Facebook 还有 TikTok 的公众页面，然后点击下方的连接。如果大家想了解你们感兴趣的问题，可以通过 Facebook 或者 TikTok 的私信功能。非常感谢大家去关注一下我的官方互动频道，这样的话我也会实时在上面更新内容。同样呢，我也期待大家提出各种各样的问题，就在视频下方的链接，不要忘记去支持一下，关注一下。真的再一次非常感谢大家了，我们下期视频不见不散，谢谢大家。